Привет, друзья! Это самый вкусный и самый хрустящий жареный картофель, который я когда-либо пробовала. Готовится очень просто, а получается просто пальчики оближешь. Беру 1 килограмм картошки, очищаю и натираю на крупной терке. Перекладываю натертый картофель в миску. Заливаю картошку холодной водой и хорошо нужно перемешать картошку, немножечко промыть ее от крахмала. Этот рецепт картошки такой простой и вкусный, друзья, я вам очень рекомендую его приготовить. Он настолько просто и быстро готовится, получается такой необычной, интересной формы и такой хрустящий. Я уверена, что такая картошка по этому рецепту понравится всей вашей семье. Я промыла картофель, натертый от крахмала, и теперь откидываю его на дуршлаг или на сито, чтобы вся вода хорошенько стекла с картофеля. Ставлю разогреваться сковородку с растительным маслом. Растительного масла наливайте буквально 2 столовых ложки. Выкладываю картошку. Картошку можете немножечко обсушить на бумажных полотенцах или на чистом кухонном хлопчатобумажном полотенце. И вот так вот обжариваю картошку в течение 3-5 минут, периодически помешиваю. А также приправляю картошку солью, черным молотым перцем. И можно добавить немножко паприки. Паприка по вашему желанию, добавлять ее не обязательно. Все, картофель нужно немножко припустить, жарить его не нужно, он просто должен стать немножечко помягче. 3-5 минут будет достаточно. Все готово. Теперь перекладываю картошку в миску. Она еще горячая, ничего страшного. Добавляю к картошке 4 столовых ложки крахмала. У меня кукурузный крахмал, но вместо кукурузного крахмала, если у вас его нет в наличии, вы можете заменить кукурузный крахмал картофельным. Осталось все хорошо перемешать, хорошенько смешиваю картошку с крахмалом. Иногда у меня спрашивают в комментариях, зачем сначала промывать картофель от крахмала, а затем добавлять в него снова крахмал. Ничего не поделаешь, такой рецепт. По рецепту нужно сделать так, и я четко следую рецепту и вам советую, тогда у вас все получится вкусно и прекрасно будет держать форму. Я взяла небольшую мисочку и 1-2 столовых ложки картофельной массы с крахмалом выкладываю в эту мисочку. Немного утрамбовываю, чтобы хорошо держала форму. И вот таким вот образом придаю форму нашей картофельной массе. Выкладываем из формочки на доску или на тарелку. Вы можете смазать мисочку растительным маслом, и тогда картофель будет еще проще и легче выпрыгивать из формы. Теперь при помощи лопатки или при помощи ножа, как вам удобнее, придаем форму нашей картошке. Я попробовала разные варианты и лопаточкой, и ножом. В принципе, любой вариант будет удобным и удачным. Здесь уже каждая хозяйка приспособится под свои условия. Посмотрите, вот такие красивые картофельные пирожки у нас получились. Теперь отставим в сторону буквально на 5 минут и приготовим очень вкусный соус к нашей картошке. У меня здесь 2 столовых ложки сливочного масла. Я добавляю столовую ложку муки в растопленное масло. Все перемешиваю до однородности, чтобы не было комочков. И вливаю 1 стакан молока небольшими порциями. Постоянно помешиваю, чтобы соус не пошел комочками, чтобы он получился гладкий, ровный и однородный. И обязательно приправляю соус по вкусу солью и черным перцем. Можно сюда добавить, кстати, еще зубчик чеснока, получится очень вкусно. И я еще добавлю буквально щепотку паприки. Все, еще раз перемешаю. Готовлю соус буквально 3-5 минуток до желаемой густоты. А также я хочу приготовить этот соус с добавлением сыра. У меня получится сырный соус к картошке. Также натираю кусочек сыра, грамм 40-50 на терочке.
и отправляю тертый сыр в соус. Осталось еще раз все хорошо перемешать, и соус картошки полностью готов. Посмотрите, вот такой он получился гладкий, ровный, однородный и очень вкусный, сливочный, очень приятный на вкус. Отставляю в сторону и начнем жарить нашу картошку. Я наливаю растительное масло и аккуратно выкладываю в горячее масло картофельные пирожки. Количество масла берите по вашему усмотрению. Можно взять масло побольше, можно немного меньше. Это тоже по вашему желанию. Я люблю жарить в большом количестве масла, чтобы со всех сторон быстро образовывалась красивая румяная золотистая корочка. Но иногда я могу взять масло немного поменьше, чтобы сэкономить, конечно. И в принципе все тоже прекрасно прожаривается. Приспосабливайтесь под ваши условия, друзья. Как вам удобнее. Горячие жареные картофельные пирожки выкладываю на бумажное полотенце, чтобы впитались излишки растительного масла. И жарю вторую и третью порцию. Жарится все очень быстро, буквально по 3 минутки с каждой стороны. Картошка хорошо прожаривается, и только посмотрите, золотистая, хрустящая коричневая корочка. Вот так она хрустит. Очень аппетитно и невероятно вкусно, а с нашим сливочным сырным соусом это вкуснятина просто необыкновенная. Никакой Макдональдс не заменит вот такую вкусную домашнюю картошку, приготовленную с любовью на вашей кухне. Я желаю вам приятного аппетита и поделитесь рецептом с вашими друзьями. Благодарю вас за лайки и комментарии.